Итак, я перепрошел первую и вторую части, перерыл весь интернет, просмотрел форумы, различные сайты и в этом видео собрал все теории, все отсылки и все до единого упоминания, связанные с шахматами во франшизе The Last of Us, которые мне удалось найти. The Last of Us. Игра, которую хвалят за невероятный сюжет и внимание к мелким деталям. Не знаю, замечали вы или нет, но во время прохождения там несколько раз также можно встретить шахматы. А вы ведь в курсе, что Naughty Dog обычно ничего просто так не делают. Так что сразу скажу, да, есть ощущение, что там, где они присутствуют, разработчики их оставили вовсе неспроста. Я считаю, никаких случайностей не бывает. Ну-ну. Хоть я и не гроссмейстер, Гросс кто? но шахматами занимаюсь уже много лет, так что разобрать и объяснить простым языком, зачем разработчики их там оставили и как позиции раскрывают лор игры, я смогу. Причем видео поймут даже те, кто вообще ничего не знает про шахматы. Итак, первый раз шахматы мы можем встретить в карантинной зоне в Бостоне, когда пройдем вместе с Тесс по длинному коридору и заглянем в открытую комнату. Справа мы увидим доску с расставленными фигурами, и уже здесь есть кое-что интересное. Да гонишь ты. Давайте взглянем на позицию поближе. Тут сразу возникает вопрос, почему на доске нет черного короля? Если кто не в курсе, такого в шахматах по-хорошему не может быть. Так что тут либо разработчики специально ставят на этом акцент и хотят что-то этим сказать, либо допустили очень серьезную неточность. Кстати, даже в наше время врачи рекомендуют играть в шахматы, чтобы снизить риск возникновения болезни Альцгеймера. К чему это я? А к тому, что вполне возможно, таким образом, показывая нам эту доску практически в самом начале игры, разработчики проводят некую параллель с шахматами в виде поединка между способностью человека сопротивляться и мыслить разумно против поражающей весь мир эпидемии кардицепса. При этом, так как на доске лишь единственный король, вероятно, нам намекают, что из этой схватки победителем выйдет только один. А человеку инфекции двоим на одном поле просто нет места. Думаешь, это правда? Я сама не знаю. Здесь хочу добавить, что, возможно, разработчики хотели показать позицию из партии Топалов-Широв 1998 года. Совпадает абсолютно все, кроме того, что на d1 стоит ферзь и вместо черного короля тоже ферзь. Так что это не точно, но очень подозрительное совпадение. Они же могли любую позицию расставить. Если это так, то тогда вопросов больше, чем ответов. Где все-таки черный король? Почему вместо него ферзь? Почему у белых ферзь, которого к этому моменту уже не было на доске в партии? Ответы мы получим очень вряд ли. Идем дальше. После того, как мы встретим Билла и зайдем с ним в это здание, мы снова встречаем шахматную доску. Причем здесь мы можем с ней даже взаимодействовать. А значит, разработчики точно хотели, чтобы вы обратили на это внимание. Как говоришь, случайностей не бывает. Подойдя поближе, мы активируем такой диалог. А ты играть умеешь? Ну, кое-как да. Я бы тоже хотела. Слышь, гроссмейстер, не вздумай трогать фигуры. Гросс кто? Не обращай внимания. И как вы думаете, а почему Билл так резко высказывается против того, чтобы мы трогали фигуры на этой доске? Ну, помимо того, что он в целом странный и вспыльчивый человек, есть одна очень интересная теория. Ведь, как мы знаем, у него есть, скажем так, партнер Фрэнк, который ему очень дорог. Так вот, а что если эта игра и есть недоигранная партия между Биллом и Фрэнком? Поэтому Билл все еще ждет, что тот вернется, и они смогут доиграть. Из-за этого он так яростно и охраняет эту позицию. Давайте посмотрим с точки зрения шахмат, насколько это может быть правдой. Чтобы определить, с какой стороны смотреть на доску, есть простое правило. В левом углу шахматной доски должно быть поле черного цвета. Поэтому хоть было бы логично смотреть на доску со стороны дивана, такой вид нам не подходит, так как там слева белое поле. Поворачиваем доску, и если так это какой-то бред, я просто не верю, что кто-то будет так играть, то вот так позиция уже абсолютно легальна и в целом могла получиться. Тут есть странный момент, и заключается он в том, что белый король зачем-то пришел на другую сторону доски. Вообще так обычно не делают, ведь это невероятно большой риск. Однако эта деталь здесь будет крайне важна. Дальше пытаемся определить, кто за какой цвет играл, и включив логику, быстро находим ответ. Учитывая, как основательно Билл подходит к защите своего жилища, думаю, он никогда не подверг бы себя большому риску даже в шахматной партии. Поэтому, скорее всего, это король Фрэнка проделал такой путь. Тем более, потом из его записки мы узнаем, что он назвал Билла трусом, а трус так далеко короля не отправил бы. Есть еще одно неоспоримое доказательство, что Билл играет за черных. Так как сейчас на доске шах белому королю, значит следующий ход 100% будет за ними. Потому что королю запрещено оставаться под шахом. Вследствие чего приходим к выводу, что именно Билл играл черными фигурами, так как сейчас ход белых, то есть Фрэнка, которого здесь нет, плюс король Билла продолжает сидеть на месте. И, кстати, там через 9 ходов черные как раз должны поставить мат. Так что, может быть, Фрэнк это понял, расстроился и не захотел доигрывать. Кстати, у кого-то могли возникнуть мысли, что раз Билл иногда разговаривает сам с собой, Нужно взять все припасы со склада Да. и оттащить Теперь он восточные говорит изгороди. сам собой. Снова. Да. Потом ты... Билл? он может и играть в шахматы сам с собой. Что-то в этом тоже есть, но просто как-то неинтересно. Не могу здесь также не упомянуть о различии в локализации, ведь в оригинале было по-другому.
Hey, you know how to play this? Yeah, pretty badly, yeah. I always wanted to learn. Hey, Bobby Fischer! Don't touch anything on that board! Bobby, what? Just let it go. Как видите, тут отсылка к Фишеру, который был 11-м чемпионом мира по шахматам. Зачем надо было менять Фишера на гроссмейстера, не знаю, но почему-то обезличили бедного Бобби. Дальше мы можем встретить шахматы сразу после первой встречи с Генри и Сэмом, когда будем спускаться по лестнице. По пути попадется дверь, которую Джоэл может отпереть заточкой. Кроме ценных ресурсов, там нас снова ждут шахматы. Полностью расставленные и готовые к игре, здесь все абсолютно верно, доска стоит правильно, ферзь с королем не перепутан, все четко. И буквально через минуту мы снова встречаем пару шахматных наборов в магазине игрушек. Следующий набор шахмат мы встречаем в канализации, когда с Сэмом пройдем через сталкеров, будь они неладны. В одной из заброшенных комнат здесь точно так же стоит нетронутая шахматная доска. Опять-таки придраться не к чему, все грамотно, правильно, аналогично случаю до этого. И последний раз шахматы можно встретить, если перед секцией со снайпером подняться на самый верхний этаж в крайнем доме. Там наверху расставлен полный комплект шахматных фигур, и с ним тоже все в порядке. Совпадение или нет, но все места, в которых мы видели расставленные, но нетронутые шахматы, уже заброшены, будь то пустующая квартира или забытая канализация. Но когда на доске были передвинуты фигуры, в этих местах находились люди. По-моему, интересная связь и снова внимание к мелочам. То есть еще раз, нетронутые фигуры также могут свидетельствовать о прекращении попыток людей в этом месте сражаться с грибком, бросить усилия и оставить все как есть. Теперь важное дополнение. Все, что вы увидели, это был ремейк 22 года со множеством графических и не только изменений и исправлений. И как бы смешно это ни прозвучало, но разработчики в ремейке уделили немало внимания даже шахматам. Вот она, на самом деле главная причина обновиться. Чтобы оценить шутку в полной мере, предлагаю вам отправиться в прошлое, а именно в ремастер 2014. И здесь нас ждут сюрпризы. Представьте, каково было мое разочарование, когда выяснилось, что мало того, что шахмат тут меньше, так еще и в тех местах, в которых они встречаются, позиция совпадает один в один. Причем теперь понятно, почему Билла нам пришлось гадать, кто с какой стороны. Потому что, видимо, при переносе доски на PlayStation 5 кто-то зачем-то поменял цвет клеток. И очень зря, ведь для шахмат это имеет критическое значение. Но еще раз, теория о том, что Билл играл с Фрэнком и был черными, это не отменяет, так как шах в любом случае никуда не пропал. А кстати, может быть, позиция там одинаковая, потому что Билл как-то связан со всеми этими местами. И это вам просто на подумать. Однако здесь есть еще одна невероятно интересная деталь, которую оставили разработчики. Но если вы никогда не интересовались шахматами, заметить это ну просто нереально. В чем суть? На доску тут можно смотреть так и так. И если допустить, что это первая горизонталь, так быть точно не может, потому что пешка не могла пойти назад. Значит, смотрим с этой стороны. И тут знающие люди тоже скажут, что пешка стоять на последней горизонтали по правилам шахмат не может. Она обязательно должна была превратиться в другую фигуру. Да, но я попробую с этим поспорить. У нас же постапокалипсис. Тут у людей с едой на завтра проблемы, так что дополнительного ферзя или фигуру никто не выдаст. Вообще за радость, что хотя бы один комплект шахмат имеется. Таким образом, подчеркивается ограниченность ресурсов, что я считаю просто невероятно крутая мелочь, учитывая, что это показано через шахматы. В остальном в этом контексте ремастер не цепляет. Кроме того, что на тот момент в некоторых местах шахматных досок просто не было, а все, что есть, копипаста один в один. Однако в магазине игрушек разнообразия было куда больше. Смотрите. Бонусом добавлю еще одну небольшую отсылку на шахматы в Питтсбурге. Когда вы победите или переждете охотников рядом с автобусом, или достанет свою книгу с анекдотами и будет вас бесить. В одной из шуток она употребит слово «пад», которое, конечно, не знает. Ты хоть сама понимаешь, о чем это? Нет, неважно. Почему вы его тоже не помните? Потому что опять-таки русская озвучка. А вот как было в оригинале. What is the leading cause of divorce in long-term marriages? A stalemate. Здесь шутка в том, что stalemate, то есть спад, это ситуация, когда одна из сторон не может сделать ход, но при этом король не находится под шахом. Грубо говоря, тупик, ходить надо, но некуда. А в шутке слово разделено на stale и mate. Stale значит утративший новизну, а mate может означать спутник жизни. Таким образом, и stalemate можно перевести как надоевший супруг. В нашем переводе было вот так. В чем главная проблема брака? Слишком много женатых развелось. Тупая шутка. Подводя итоги, были перечислены теории как для ремейка, так и для ремастера и оригинала. Что-то схоже, что-то отличается. Я постарался максимально наглядно и подробно объяснить, как я размышлял и на что обращал внимание. Согласиться с чем-либо из этого или оспорить – уже ваше право. Касательно шахмат, лично у меня остался только один вопрос. Я не понял. Дракман, а где цифры и буквы на досках? Ни на одной нет, а вообще-то они должны быть на каждой. Да, это придирки, но хочется, чтобы в твоей любимой игре все было идеально. В остальном, как шахматист, я невероятно доволен. Если у вас есть мысли и мнения по любому пункту из видео или свои теории, связанные с шахматами, обязательно напишите о них, с удовольствием почитаю. Надеюсь, что было интересно. Мы занимаемся полной хер...
Мы уж поняли. Вторая часть The Last of Us вышла достаточно неоднозначной. В отличие от первой, неоспоримого статуса шедевра у нее нет. И если все это вы уже слышали не один раз, то чего вы точно не знаете, так это то, какую роль во всей этой истории играет доска, которую мы можем встретить ближе к финалу игры. Играя за Эбби в главе Санта-Барбара Констанс 2425, мы натыкаемся на шахматную доску в штабе Цикад. Давайте сразу перейдем к делу, и если кто-то думал, что это просто шахматы и здесь нет ничего интересного, вы не правы. Серьезно. Более того, эта позиция напрямую имеет отношение к сюжету игры, и сейчас я вам это докажу. Начнем с того, что перед нами партия века, которая была сыграна между Бобби Фишером и Дональдом Бирном в 1956 году, а именно ее финальная позиция. Так, стоп, где-то в Ластухе недавно я уже слышал про Фишера. Hey, Bobby Fischer, don't touch anything on that board. Слушайте, ну среди разрабов там точно кто-то его фанат. Партия века знаменита тем, что 13-летний Фишер жертвует своего ферзя ради сенсационной победы. Именно его риск и эта жертва приводят к выигрышу в достаточно непростой позиции. Как это связано со второй частью игры? Все просто. Главные герои обеих частей, Джоэл, Элли, Эбби, сталкиваются с трагическим выбором и идут на серьезные жертвы ради тех, кто им дорог. Как и в шахматной партии, у них нет именно правильного хода. Любой шаг чреват последствиями, и каждая крупная жертва запускает цепь необратимых событий. Если этого вам мало, то в этой партии Фишер – юный игрок, вынужденный противостоять более опытному сопернику. Это отражает мотив взросления и потери невинности, который проходит красной нитью через историю Элли. Причем у них даже возраст почти идентичен – 13 и 14 лет Элли в первой части. Так что данная доска здесь – это ненавязчивый способ глубоко вплести идею поступка и тяжелой цены за него в персональную драму мира The Last of Us. Ее отображение в The Last of Us Part 2 раскрывает главный мотив серии, как выбор, сделанный в сложных обстоятельствах, определяет характер, судьбу и рушит прежнюю привычную жизнь героев. Кроме того, еще одну отсылку на шахматы мы можем найти, играя за Элли в первый день в Сиэтле. Поднявшись на гигантские ворота после небольшого паркура и забравшись на самую вершину башни, карта шахматист будет лежать на столе. Вот вам она с двух сторон и вдобавок перевод, но лично для себя я там ничего интересного не нашел. Может быть, у вас будут какие-то идеи. Хотя, ну как ничего. Доска тут изображена правильно. 8 клеток, слева черное поле. Молодцы. И даже интеллект ему на максимум поставили. Что в целом логично. Но знаете, этот избитый стереотип, что типа если шахматист, значит умный. Правда, я не понимаю, зачем ему столько рук, если ход все равно он может сделать только один. Ну ладно, я не придираюсь, просто забавная деталь. В ремастере второй части у нас также есть режим рогалика, No Return, в котором присутствуют гамбиты. И кто бы мог подумать, они работают точно так же, как и в шахматах. Только если в шахматах мы жертвуем, например, пешку или фигуру, здесь мы жертвуем своим комфортом, выполняя доп. Задания ради получения различных плюшек. Притом, это тоже большой риск, так как некоторые требования действительно может быть трудно выполнить, особенно если вы играете на реализме. А у Марлин, кстати, даже ветка навыков имеет значок ферзя, так как весь ее геймплей на этих гамбитах и завязан. Также я хочу дополнить свое предыдущее видео, так как оказывается кое-что все-таки было упущено. А именно, в ремастере на ранчо мы можем найти шахматную доску вот с такой позицией. Сначала я подумал, что она уже нам знакома, только тут почему-то фигуры раздвоились. Но при более детальном рассмотрении пришел к выводу, что вряд ли. И вообще это невозможно разобрать. В то время как в Part 1 такой доски там просто нет. Также в дополнении Left Behind есть отсылка на шахматы в шутке Элли. Причем это бонус шахматистам именно от наших локализаторов. В английской версии такого не было. Давайте послушаем. Почему шахматистка не ест ферзя? Она бережет фигуру. Какой-то цирк. Не говори. Что ж, думаю, на сегодня юмора достаточно. Забавно и то, что эта шутка по каким-то причинам отсутствует в ремейке 22 года. Почему решили вырезать именно шутку про шахматы, у меня идей нет. А нам пора переходить к заключению. К сожалению, прослеживается тенденция на уменьшение шахматного контента. Во второй части шахмат оказалось намного меньше, чем в первой, а в первой, напоминаю, их было меньше, чем в оригинале и ремастере. С другой стороны, позиция из второй части точно взята из настоящей игры и аккуратно восстановлена. Так что, возможно, разработчики сделали упор именно на качество, а не количество. И в любом случае приятно, что шахматы вообще присутствуют в этой игре. Вот и подошел к концу этот большой и подробный разбор. Я вложил в него не только свое время, сценарий, монтаж, но и всю душу, так как сам безумно люблю эту серию игр. Было приятно вернуться сюда, пережить еще раз эту трогательную историю, погрузиться в заброшенный мир, пусть даже с целью анализа шахматной составляющей. В любом случае, я очень рад, что внес свой вклад в изучение вселенной одних из нас. Так что всем спасибо за просмотр и, возможно, до новых встреч в будущем.